Всем привет! Всем привет, здравствуйте! Дорогие друзья, вы на канале 13 порций. И мы приглашаем вас посидеть с нами немножко за столом, поболтать. Да. А что у нас на столе? Пожалуйста. Сет селяви, который дошел до нас сегодня. И у нас запеченный ролл Калифорния с лососем, я так понимаю. Дальше Калифорния с креветкой. Запеченный ролл. Чеддер-бекон. Ну, будем пробовать все. Это то, что досталось нам. Теперь мы даже с детьми рассматриваем. Мы научились кушать роллы. Но они, конечно, их не едят. Я буду креветку искать. Как, ковыряться? Что-то у меня сегодня с палочками. Не дружишь? Так возьми вилку себе. Ну нет, я же это должен мастерство свое улучшать. Итак, первый красный. Как думаешь, это кто? Какой-то запеченный ролл. А я очень хочу вот этот. Вот это вот. Ой. Это вкусный. Чеддер. Он как будто с икрой щелкает. Да, он и есть с икрой. Там написано, что там икра. Да. А икра, наверное, не настоящая, да? Пишут настоящая. Ну, какой-то цвет. Вот эти сладкие, их никто не хочет, а Ваня говорит, что он их съест. Я. Мне прям не понравились они. А я же сладкое люблю. Так, ну вот я рыбу, например, не люблю, а вот пробую с лососем. Сейчас скажу. Имбирь вкусный. Твой попробую. Мой? Ну, попробуй. который ты пробовал. Попробуй, вкусный. Ну, в принципе, с рыбой тоже ничего. Вкусный. Вкусный. А тот, который мы с детьми заказывали, там тоже такой был. Да? Угу. Креветка. Где креветка? В этом? Да? Да, смотри. Вот она. Очень вкусно. Пока я буду тебе показывать, он развалится. Вот эта штука сегодня не острая опять, наверное. Так она всегда не острая, поэтому и дети ее так кушают. Вот смотри, сколько наложил. Сейчас узнаю, острая или нет, сразу узнаю. А я первая. Не, я первый был. Ты как Валера. За сыном пошел. Не острая. Вообще не острая. Один раз была васаби настоящая, когда Валера ел. Да? А Ты считаешь, не такая была? Почему? Мы с другого места тогда заказывали. Мы последние разы заказываем секаролл. Все. А тогда мы заказывали с другого места. Точно. Вот оно в чем. Самые первые наши роллы, здесь, которые мы попробовали, были с другого. Мы даже забыли откуда. По интернету нашли. А вот последние все разы с детьми мы заказываем секаролл. Да, и тут у них васаби. Не васаби. Мне кажется, оно... А вот это что? Ну, соус такой их какой-нибудь. Не, внутри что там, тоже рыба как будто? Рыбка, да. Ну, так чуть-чуть даже сластит что-то. Угу, я тоже попробовала. Этот вот в сыре лосось, сыр и в сыре. Руки парализует. Как дети вот так делают, говорят, мы научились. Вот так. Снежанка вообще огурцы вылавливает все. Сырный, да? Опа, сейчас буду пробовать сырный. Тоже вкусно. Мы голодные. Да, мы сегодня почти ничего не ели. Ой, перепутал.
Я несколько вопросов приготовила. Но я разговаривать не могу, да, пока. Не могу пока. Дети кушали, все кушали, а мы не кушали. Иван только приехал. Да, сегодня задержался. Поэтому... Сегодня такой день вообще напряженный. Нужно было везде успеть. Вот такой прям напряженный. Ну, в тонусе продержал весь день. Девочек, Снежану и Анюту, устроили к репетитору математика, русский, литература. 1,5 часа. Костя у нас ходит к этому репетитору. Максим ходил, Снежана, Василиса. Снежана потом перестала ходить. А сейчас вот до декабря пришла еще, до Нового года, перед больничным. Мама, отправь меня к репетитору. Я не успеваю за учителем. А я вот сегодня позвонила, говорю, возьмите ее, пожалуйста. До этого мы Анюту никуда не давали. Ну как, мы к логопеду ходили, логопед не выдержала, на тренировку ходили. А сейчас Анюта умница стала. Угу. Сегодня учительница даже сказала, классная руководительница. Снежанка говорит, как попало пишет. А Анюта старается. Я так рада, что она старается. У Снежанки мозги, она соображает быстро. А Анюте тяжело дается, но пишет красиво. Тоже сегодня пошла к репетитору. Отсидела, такая довольная, важная. Я думаю, что еще чуть-чуть, в конце года, к лету, она не сможет пока физически. Я ее на английский отдам. Не знаю, получится или нет, но вот сегодня Ивану сказала, что говорю. Как бы Иван мне говорит, тут ты сама. Хочу на английский ее отдать. Она, правда, и в музыкальную школу. Я вот раньше ее водил. Ну, то я видел прям по ее поведению, что ей вообще все равно. Ей вот только побегать там. А сейчас нет, прям другая, меняется. Здорово. Сегодня подходит. Время 9 часов вечера. Она говорит, можно на улицу? Раньше бы она прибежала, мама, можно на улицу? Я бы сказала, нет. Она бы, может быть, даже заплакала. Сегодня подходит время 20:58, где-то вот так. Говорит, мам, можно на улицу на роликах покататься? Я говорю, нет, уже скоро спать, уже поздно. Хорошо, мамочка. И пошла. Вообще молодец такая. Когда Ваня такой станет? Анюта раньше, когда пошла в первый детский сад свой, я один раз еду на машине, мне звонят. Светлана Николаевна, срочно приезжайте. Она довела воспитателя. Воспитателя увозят на скорой помощи. Представляете, я лечу бегом на всех парах, думаю, только бы живой долететь. Подъезжаю к детскому саду, стоит скорая помощь. Не пошутили. Представляете? А я прям видела, вот она приходит в детский сад, и вот именно вот эту воспитательницу видит, и у нее прям глаза вот так наливаются. Сразу. А воспитатель со злостью встречает. Я вот даже видела, один мужчина привел девочку, она орет. Но другой воспитатель подходит, собирает девочку и уводит. Правильно? Говорит, папе, идите, идите. А это, говорит, успокаивайте, развернулась и ушла. Ну, Анюта тонкая натура, чувствует отношение к себе. Это бекон. Бекон? Угу. Снежанку как-то... А я такая голодная была, наелась и уже наелась. То есть вот такие у нас с Анютой изменения, мы очень рады. Вообще... Сейчас, по прошествии времени, можно немножко и рассказать, что Анюта, она... У меня беда. У меня ролл утонул в соусе. Такая бунтарка была девочка. И то, что из нее получилось. Но Анюта это одна из тех детей.
На меня не смотрите пока. Я тренируюсь, палочка. Анюта это одна из тех детей, которая брала куклу за волосы, била, брала куклу и вот так выбрасывала. Ну а сейчас она очень нежная стала девочка. И последняя, вот сегодня она была у репетитора, я в восторге. Потому что буквально летом я ее отдала к логопеду. И логопед, она ни разу, она 1,5 часа сегодня была у репетитора, 1,5. А у логопеда... Я сегодня срываю мукбанг. Я просто устал сильно. И у меня рука аж сводит. Я не могу палочкой сегодня. Может, ты вилку сходишь? Нет, я буду это смешить. Кто не был давно в цирке, цирк приехал к вам. Она одна из тех детей, и вот представляете, у логопеда 40 минут. И логопед звонит и говорит, собирайте. Представляете? Я отдохну чуть-чуть. Руку прям сводит. Такие у нас успехи. Если честно, я делюсь с вами радостью. Вот огромной радостью. А буквально в том году, с сентября школа, а это где-то было в мае месяце, психиатр вообще хотела Анюту отправить в интернат. Мы должны были с Анютой поехать в Краснодар, чтобы там комиссия нас смотрела. Но здесь забраковали капитально. Но летом мы занимались каждый день, и у нее такой прорыв получился. И она теперь такая молодец, я такая рада вообще. Я рада, что не поторопилась и не повезла ее никуда. Я вообще спряталась вместе с Анютой от этого. Ну, мы решили, что надо попробовать, шанс дать. Шанс дать. Надо все испробовать обязательно. То есть мы с вами такой радостью сегодня делимся. Ну, в принципе, и Ваня у нас тоже успехи делает. Во-первых, как-то он размышляет по-своему. Сегодня я смотрел в окошко на музыкалке. Сидел, что-то там, ну, задания какие-то выполнял, прям там что-то старается. Хотя вот буквально, ну вот недавно нам позвонили, сказали, забирайте его. Да, с музыкальной школы тоже. Так что... И вот как раз напрашивается вопрос. Мы перекусили. Иван вас насмешил очень хорошо. Не, это еще только... Я еще репетирую пока. Лусия Алекс. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы самых первых деток брали очень маленькими? Знак вопроса. С кем труднее было первое время? С более взрослыми или с маленькими? Вы знаете, это двоякий вопрос. Ни с кем. Одинаково. Снежанке годик был, Максимке 3-й годик был. Первые дети. Снежане вот сейчас уже 8 будет. Вы знаете, там более такие непонятные чувства. Дети маленькие. А здесь взрослые. Но маленькие они сами по себе маленькие. Видите, я не понимала, я не была насыщена маленькими детками. И мне возиться хотелось. Пеленки, распашонки, трусики, какашки. Я один раз уехала на работу. Куда же я уехала? На работу? Ну, в общем, на работу. Да хоть куда. А Ваня с ними был. А я с работы возвращаюсь, а ему убегать надо. А в комнате были Ваня и Анюта. А остальные где-то в садике. Меня не было в комнате. Остальные в садике были. И он утверждает, что его в комнате не было. Я уверена, что его в комнате не было. Не-не. Потому что, когда я зашла в комнату... Это все было вот... Комната сколько примерно? Ну, примерно 4... 6 на 4. 6 на 4 комната. Когда я зашла в комнату, она была сплошным
отштукатурено какашками. Они были сплошные. Полы были сплошные. А я лечу домой, а он опаздывает. Я с работы лечу, а он на работу улетает, и мы с ним в дверях такие. Я раздеваюсь, мою руки, там в туалет сбегала или что, руки мою. Поняла, что руки зря мыла. Забегаю к детям, и вот так. Я не знаю, сколько он в комнату не заходил. Да, я все было Он нормально. обманывает, он Не-не-не. говорит, что он 5 минут как с комнаты вышел, только вот вышел. Да там было отштукатурено все. Ну, Моника, где? там было отштукатурено все вообще. И Ой. она мне фотографии приносит, что-то Я вообще в шоке, на Я ей не WhatsApp верю. все. Ему отсылаю, он не верит. Моника, что ты делаешь там? Ну, Кушали, палочку потеряли, до этого кушали, и она ей играется. Моника, было смешно. Мне. представляете, я ему отправляю, что дома творится, а он говорит, да не может этого быть. Я говорю, как не может? Я успела только руки помыть. Ну, может, в туалет еще сходила. Забегаю домой, в комнату, а там все сплошным. Долго шла. Ой, вообще караул. Ну, а взрослые дети, допустим, Владик, он не был взрослым ребенком, хотя ему было 13 лет. Он настолько был голоден, ему настолько нужна была мама и папа. Мне кажется, ему еще больше теперь они нужны сейчас. Он вот эти дни дома был, он не отходил. Мама, мама, папа, папа, мама. Ему, мне кажется, еще больше стали мы нужны. Не знаю, прям честно, никак не насытиться. Он сразу. Вот мы его взяли в гости, зашли в магазин в Абсолют. С магазина вышли, он уже мама, папа называет. 5 минут, 10-15 прошло. Я такой стресс испытала, мы же его просто в гости взяли. Он уже мама, папа называет. Никита тоже сразу назвал. Так что, Лусия, наверное, это настолько индивидуально все. Когда больших деток я брала, вот как я вам отвечу. Когда мы брали больших деток, мы уже готовы к ним были. У нас есть сложности разного характера, но в целом мы дружная семья. И следующий вопрос напрашивается. Я так и не ответила на ваш вопрос и не знаю, что ответить. Здесь малыши, они мне нужны были, но Ваня был настолько... Вот у нас первые дети, Снежана, Ваня всегда мне так говорит, Снежана и Максим. Вот Снежана, вот лежит пульт, нельзя, доча. Это я просто говорю, да? Вот там, ну что-то лежит, нельзя, и она никогда не притронется. Но когда появились Ваня с Анютой, муж мой сказал, если бы первые дети были Ваня с Анютой, других детей бы не было. Было такое. Ой, что они творили. Да Если... Ваня, вот, чтобы его спать уложить. Он с ним в больнице очень часто лежал, уходил на больничный на работе и с ним лежал. Мне так, он говорит, мне прям плакать охота была в больнице. А еще вот эти люди смотрят все. Ой, вообще. С палаты выйдешь там в столовую, скачешь полдня, вроде бы уснул. Только опять. Так что я не могу ответить на ваш вопрос однозначно. Везде есть свои прелести. Везде. Если кто-то берет, не насытившись материнством, берите хотя бы, чтобы ребенок не старше 3 лет был. Вам же надо насытиться материнством. Как я. Я насыщалась Снежаной, Максимом, Ваней, Анютой, Костя. Костя такой лихой казак у меня появился. У нас дома все эти годы был такой красный мотоцикл. И с ним, на нем ни одной царапины не было. Еще самым первым деткам сразу купили. На него садишься и ездишь. Появился Костя такой... В общем, ну я не знаю, сколько дней он выдержал. Лихой казак вообще.
Напрашивается следующий вопрос. Настя, Анастасия с Бурятии. Настенька, здравствуй. Вы задавали вопрос, Галицкая Настя. Вы задавали вопрос, Настя, ты задавала, моя хорошая, вопрос, мы с ней, знают ли биологические мамы, что их дети находятся в Краснодарском крае? Да? Я же их всех нашла. Знают. Совсем недавно мама одних детей выходила на связь, но дети не пошли на связь. Ну, если бы мама, может быть, была в достойном виде, я бы, может быть, сказала, надо пообщаться все-таки. Но нет. Все знают. Я всех нашла себе, вы знаете, себе на беду нашла. А с другой стороны, когда-то все равно это случится. И пусть лучше дети сейчас привыкают ко всему. Настя знают. У Владика нет родителей. Валерины не знают. Мама умерла, папа в больнице находится. А у Борисова, у Романа, у Анюты и у Вани там некому знать. Там мама вообще на связь не выходит. Вот, кстати, я вам отвечаю. Она и не появляется. Вообще не знаем, где она. А вот Снежана, Максим, Ульяна, их маму я сама нашла. Их родственников. Мама на связь не идет. Хотя, когда родственники порой общаются со мной, переписываются, она рядом с ними находится, но она ни разу не выходила на связь. А может быть и не надо пока. Вы знаете, вот пока дети маленькие, ну что их травмировать? Подрастут уже, пообщаются. Ну вот в этот раз позвонили, вот маленький Костя, ну чего ему общаться? Вот эти чувства непонятные, вообще непонятные. То ли обида, то ли радость. Лучше не надо. Ну, это мое мнение, а как там дальше будет, не знаю. Поживем, увидим. Ты наелся? Все, я наелся. Ника Ким. Ника, здравствуйте. Ника пишет, Ника сама... Ника пишет, добрый вечер, у нас каникулы продлили еще на неделю. Но наверное, из-за политических... У вас там в стране, у вас происходит там мероприятия разные нехорошие. Наверное, из-за этого. Ну, видать, потом детки будут учиться летом или еще когда-нибудь. Кристина Пак. Здравствуйте. Здравствуйте. Василиса очень похожа на вас, даже улыбка. Мне очень приятно. Сегодня, кстати, такой вопрос был. Я не буду сейчас его искать. Там написано, чем Василиса перед вами провинилась, что вы обращали внимание на мукбанге только на Снежану, а на Василису не обращали внимания. Да не было такого. Как-то, видать, зацепились вот разговором со Снежаной про этот лагерь, она начала спрашивать. Почему-то постоянно в нашем поведении видят какой-то подвох. Подвох. Поверьте, если бы Василиса провинилась, наверное, мы бы с ней не сидели на мукбанге, мы бы, наверное, с ней поссорились, и Василиса, может быть, в своей комнате находилась. Но Василиса сидела рядом со мной на мукбанге. Да не было там ничего. Мне даже мысли не было. Даже когда прочитала, немножечко расстроилась. Думаю, ну надо же, да что ж. Да вот она разговаривала со мной, да и я с ней разговаривала. Ей интересно было. Она потом после этого мукбанга, я уже вечером, можно, заругалась на нее. Говорю, Снежана, отстань. Когда же мы в этот лагерь поедем? Да когда же мы туда поедем? Не было такого ничего. Но
Я не буду спорить, если у вас сложилось свое впечатление, пусть оно такое и будет. Потому что тут недавно про один инцидент был, я попыталась объясниться, но человек сказал, что я так и думала, что вы так скажете. Поэтому не стоит объясняться. Что, наелся? Наелся, сытный. Наелся. Очень сытная эта рыбка. Я вижу. Сейчас тоже уронил. Я Ой, жду этого. Хоть я посмеюсь. У меня еще сладкие есть. ой, не. Сладкие невкусные. Никто не стал, их папа съест. Сегодня звонил Владик. Не знаю. В общем, куда-то говорит, здесь мест нету, что-то то было место, то нету места. Куда-то хочет официантом. Я услышала, что официантом, сразу расстроилась. Я говорю, я не очень хочу, чтобы ты официантом был. Сейчас время такое. Пусть домой едет. До конца января. Не обязательно. О, это ж надо было так наесться-то. Пирожная картошка. Я даже пробовать не хочу. Невкусные. Сладкие роллы невкусные. Ты зато с ними как управляешься, я смотрю, лихо. Они сами прилипают. Ну, пожалуй, потом. Никак, да? Сразу. Да. Сильно сладкие. Интересно. Я вообще первый раз слышу, что есть сладкие роллы. Ну, вообще интересная такая Сильно сладкие. вещь, да? Мы первый раз их в Бурятии попробовали, жили. У нас там был прям Ну, рядом с нами. где мы жили. И где работали. И где работали, и где жили. Я уже прям не хочу. М-м. Фу. Зато роллы остаются, когда на следующий день. В тот раз 2 вот таких блюда осталось. Дети за 5 минут их стрескали. Мгм. То есть я к чему? Что они на следующий день тоже вкусные. Они вкусовые качества не потеряли. Я их затянула полиэтиленом и убрала в холодильник. А утром им достала. На каникулах утром, часов в 11-12. Ну да. Сегодня еле разбудили. Ванька вообще понять не мог. Куда его и чего? Я его бужу, он вставать не хочет вообще. Не может. Снежану вот так тащу уже и целовала, и что только не делала. А Анюта сразу встала. А это вообще ни в какую не отрывается от подушки. Костя сразу встал. Ну, Костя вообще такой на подъем легкий. У нас очень сильно любит спать Снежана, это Ульяна, Максим. Ой, по утрам спит. И я. Папа. Папе просто не везет. Часто не везет. Валера любит поспать. Никитка. Зато раньше по первости Максим. 6 утра Максим на ногах. 6 утра Максим на ногах. Вообще все рано вставали, У нас дети. вообще раньше все рано. А вот на этих каникулах. На этих вообще это все, это рекорд Гиннесса можно записывать. Время 11:30, дома тишина. Все, причем Ванька, все. Хочу каникулы еще. Да, в этот раз прям рекорд Гиннесса надо ставить. И мы поспали тоже. Ну, я. Ой, хорошо. Наелись, Наелись. наобщались.
Общались. Вот так начался наш первый день. Детей разбудить не могли. Они даже завтракать не хотели так рано еще. Вообще не хотели. Чаек ели, как выпили. Ничего не хотели. Потому что еще спал организм. Да, день. И день сегодня такой, ну, видно, из-за того, что первый рабочий. Это ужас. Ужас. Че? Будем прощаться, друзья. Мы наелись Наелись. сильно. Не осилили. Он даже сладкие не стал. Посмотрите, сначала я съем. Никто их не хочет, в общем, эти сладкие. Но они съедобные. Ой, не Ну, знаю. очень сладкие. Никто их и не будет. Я посмотрю, как ты их Я скушаешь. завтра с утра с кофе. Ага. О, я с кофе. Ага. Все, посмотрим. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что вы были с нами. Кто кушал с нами, приятного аппетита вам тоже. До Да. скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.